Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такую интересную модель следочков-носочков. Данная модель выполняется без швов на 2 спицах. Работу мы начнем с верхней части изделия. Затем выполним полотно подошвы. И в последнюю очередь выполним пяточку. Данная модель подойдет на размер 38-39. Как изменить размер модели, расскажу в процессе выполнения. Для работы мы будем использовать полушерстяную пряжу. Также нам понадобятся спицы, булавка или любое другое приспособление для выполнения кос, сантиметровая лента, ножницы и крючок для обвязки. Приступаем к выполнению. Классическим набором на 2 спицы наберем 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Спицу вынимаем, переворачиваем работу, кромочную снимаем и провязываем петли изнаночными. Провязали первый ряд, работу переворачиваем, это лицевая сторона полотна. И будем вязать следующим образом. Кромочную петлю мы снимаем и после кромочной делаем прибавление петли методом кручения. Вот я скручиваю рабочую ниточку и получившуюся петлю набрасываю на правую спицу. Добавили петлю, затем 4 лицевые. И перед кромочной также прибавление. Точно так же я скручиваю рабочую нить и набрасываю получившуюся петлю. Заканчиваем ряд кромочной, изнаночной. Лицевой ряд готов, работу переворачиваем. В изнаночном ряду мы вяжем, как смотрят петли. Кромочную мы снимаем, добавленную петлю я провязываю изнаночной, а далее над изнаночными петлями изнаночная, то есть как смотрят петли. Добавочная, изнаночная и кромочная. Работу переворачиваем и повторяем наши действия. Мы кромочную снимаем, делаем прибавление после кромочной, затем провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых петель и снова делаем прибавление перед кромочной и кромочную провязываем изнаночной. И так мы продолжим работу, пока не получится кромочная, 8 лицевых, кромочная. Сейчас у нас 10 петель на спицах, центральных 8 лицевых и 2 кромочные. И продолжим работу так. Кромочную снимаем, делаем прибавление, 8 лицевых пока провязываем без изменений. Перед кромочной прибавление и самокромочной изнаночной петлей. Работу переворачиваем, кромочную снимаем и теперь добавленные петли мы будем провязывать изнаночной гладью, а в изнаночных рядах соответственно лицевыми. Вот добавленную петлю я провязываю лицевой, а дальше центральных 8 петель. Добавленная лицевой, кромочная, изнаночной. Работу переворачиваем и на центральных 8 петлях мы будем выполнять узор переплетения. Сейчас кромочную снимаем. Точно так же методом кручения я добавляю петлю, затем 1 изнаночная.
И приступаем к выполнению первого ряда узора. Сейчас 2 лицевые петли мы должны снять на дополнительную спицу, оставить их за работой. Затем провязываем 2 лицевые, снятые петли мы возвращаем и провязываем их лицевыми. Следующие 4 петли мы также перекрещиваем. Первые 2 петли мы снимаем и оставляем перед работой. Затем 2 лицевые, снятые петли мы переносим и провязываем их лицевыми. Первый ряд узора мы провязали. Продолжаем 1 изнаночная и прибавление перед кромочной. И кромочная, изнаночной. Работу переворачиваем. Я повторю, что в изнаночном ряду добавленные петли мы сейчас уже провязываем лицевыми. Провязываем 2 лицевые, затем 8 изнаночных, 2 лицевые, кромочная. Переворачиваем работу, кромочную снимаем, прибавление, 2 изнаночные. В третьем ряду нашего узора провязываем 8 лицевых. Затем 2 изнаночные и прибавляем петлю перед кромочной и кромочной, изнаночной. Переворачиваем работу, снимаем кромочную, провязываем 3 лицевые, 8 изнаночных, 3 лицевые, кромочная, изнаночная. Снова переворачиваем работу, кромочную мы снимаем, делаем прибавление и провязываем 3 изнаночные петли. Далее мы должны будем выполнить с вами перекрещивание. Для этого первые 2 петли мы снимаем и оставляем перед работой, затем 2 лицевые. Снятые петли мы возвращаем, провязываем лицевыми. Следующие 4 петли также перекрещиваем. Сначала первые 2 мы снимаем, оставляем за работой, затем 2 лицевые. Снятые петли возвращаем, провязываем лицевыми. Провязываем 3 изнаночные и прибавление, затем кромочная. Мы провязали 5-й ряд узора, переворачиваем работу. Тут у нас все без изменений. Добавленные петли провязываем лицевыми. Дальше как смотрят петли. Переворачиваем работу. Сейчас повторяем наши действия. Кромочную снимаем, прибавление и затем 1, 2, 3, 4 изнаночные. 7-й ряд узора мы провязываем 8 лицевых. Дальше 4 изнаночные. Выполняем прибавление и кромочной, изнаночной петлей. В изнаночном ряду мы свяжем, как смотрят петли,
и я расскажу, что дальше делать. Провязали изнаночный ряд. Так выглядит наше полотно. И мы с вами выполнили 8 рядов нашего основного узора переплетения, или можно назвать его соты. Раппорт данного узора 8 рядов. То есть 9 ряд выполняется как первый и так далее. Повторяем с 1 по 8 ряд. И мы продолжим работу, прибавляя с двух сторон полотна, как и ранее, пока у нас не будет по 8 изнаночных петель до и после основного узора. Мы продолжаем работу. Сейчас с двух сторон от центрального узора по 8 изнаночных и будем вязать следующим образом. Сейчас кромочную петлю снимаем. Прибавление мы продолжаем выполнять. Я добавляю петлю. А теперь петли до центрального узора я буду вязать узором рис. 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше я провязываю 7 ряд узора, 8 лицевых. И мы сохраняем симметрию, то есть если в узоре рис здесь была лицевая перед центральным узором, значит и здесь после него будет сначала лицевая, а затем изнаночная. И мы чередуем до конца ряда. И выполняем прибавление. Кромочная, изнаночная. Работу переворачиваем. В изнаночном ряду как смотрят петли. Добавленную петлю мы включаем в узор рис. Вот лицевая и изнаночная, соответственно, добавленную петлю я провяжу изнаночной. А затем уже как смотрят петли: над лицевой лицевую, над изнаночной изнаночной. И так до конца ряда. Изнаночный ряд довязали. Сейчас кромочную снимаем, выполняем прибавление. И в узоре рис необходимо вязать следующим образом. Над лицевой петлей мы должны провязывать изнаночную и наоборот, над изнаночной лицевую. И чередуем. Над лицевой изнаночная, над изнаночной лицевая. Центральная 8 петель, это первый ряд узора. Сейчас выполним перекрещивание. 2 петли мы оставляем за работой, следующие 2 лицевые, снятые петли переносим и провязываем лицевыми. Затем следующие 2 петли мы снимаем перед работой, 2 лицевые, снятые петли, возвращаем, провязываем лицевыми. И теперь над лицевой петлей выполняем изнаночную, над изнаночной лицевую. Так мы чередуем до конца ряда. И выполняем прибавление. Затем кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду как смотрят петли. Мы с вами провязали 4 ряда узора рис. Это раппорт в высоту, 5 ряд как первый и так далее. И мы с вами продолжим работу, равномерно прибавляя с двух сторон, как и ранее, пока на спицах не будет 38 петель. Я продолжила работу. Сейчас на спицах у нас 38 петель. Как видите, центральные это 12 петель я выделила маркерами. Это петли для полотна подошвы.
И сейчас мы с вами приступим к выполнению полотна подошвы. Кромочную снимаем, провязываем узор рис над изнаночной лицевая, над лицевой изнаночная. Так мы вяжем до маркера. Маркер убираю и продолжаю вязать узором рис 12 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12 петлю пока переношу, убираем маркер, возвращаем 12 петлю и ее вместе с петлей полотна, вот петля подошвы, петля полотна, мы в лицевых рядах будем вязать 2 вместе лицевой в конце ряда. Работу переворачиваем, и теперь 12 петель в изнаночном ряду, полотно подошвы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12 петлю с петлей полотна буду провязывать 2 вместе изнаночной. Работу переворачиваем, кромочную снимаем. В узоре рис мы сейчас над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной лицевую, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и снова 12 и петля полотна. Эти 2 петли мы вяжем вместе лицевой. Работу переворачиваем, кромочную снимаем. Тут мы вяжем, как смотрят петли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последнюю 12 петлю с петлей полотна 2 вместе изнаночной. Принцип выполнения подошвы, я думаю, понятен. Мы продолжим вязать узором рис. Вот сейчас наше полотно уже немножко заворачивается. И при этом последнюю петлю полотна подошвы с петлей полотна вяжем вместе лицевой в лицевом ряду, а в изнаночном 2 вместе изнаночной. И так мы продолжим вязать, пока не останется 12 петель. Я продолжила выполнение части подошвы. Это получается у нас носочная часть. Вот так. Давайте посмотрим в объеме. Мы связали сначала это полотно и приступили к выполнению подошвы. Связали до сих пор. И теперь с 2 сторон полотна по кромочным петлям мы доберем петли и будем выполнять уже одновременно подошву и боковые части нашего следочка. Сейчас работу переворачиваем на изнаночную сторону и по кромочным петлям будем выполнять добор петель. При этом в данном случае вот наша кромочная петля, я буду захватывать заднюю долечку петли. Вот таким образом набирать петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 и последняя 17 петля. Вот тут если растягивается сильно, то можно захватить в данном случае 2 долечки петли и выполнить последнюю петлю. С одной стороны полотна мы добрали 17 петель, и мы сейчас распределим их под узор. Кромочную мы снимаем, дальше провязываем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем 8 лицевых. Далее 4 изнаночные. Распределили те петли, которые мы добрали. Дальше у нас петли подошвы, это 12 петель, мы их продолжим вязать узором рис. При этом смотрите, та петля, которую мы присоединяли, вот она, если это изнаночная, будем считать, что она изнаночная, провязываем над изнаночной лицевую, затем над лицевой изнаночная и наоборот. Провязываем узором рис. И по рисунку изнаночная. Сейчас мы удлиним спицу и будем добирать уже с этой стороны полотна петли. Я маркером отметила первую петлю для набора, чтобы не ошибиться. И сейчас мы точно так же по кромочным, но будем захватывать переднюю долечку петли и провязывать вот так. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и последняя 17 петля. Мы добрали с этой стороны 17 петель, и мы их симметрично должны распределить по узору. Кромочную мы снимаем, затем вяжем 4 лицевые, восемь изнаночных, и 4 лицевые. Мы выполнили распределение петель с двух сторон полотна. И давайте в объеме я покажу и расскажу, что дальше делать. Вот так выглядит полотно, то, которое мы сейчас будем с вами провязывать. Мы распределили 4 изнаночные, 8 лицевых, 4 изнаночные, затем петли подошвы и то же самое с этой стороны полотна. То есть наша задача сейчас продолжить работу ровно, при этом выполнять на 8 лицевых петлях наш узор сотый, а полотно подошвы провязывать узором рис. Всего мы провяжем 26 рядов. Мы с вами продолжили работу, и после того, как добрали петли с двух сторон, провязали ровно 26 рядов. И теперь мы с вами промеряем длину нашего изделия от носочной части до того места, где мы сейчас вяжем, 18 сантиметров.
То есть я напомню, что у нас размер 38-39, это длина стельки 24-25 сантиметров. Если вам нужен размер меньше, то вы не выполняете 26 рядов, а провязываете меньшее количество. Ну а если же больше, то добавляете сколько необходимо количество сантиметров. И сейчас мы с вами приступим к выполнению пяточки нашего следочка. Для полотна пяточки мы оставим центральных 12 петель и продолжим их выполнять узором рис. Сейчас наша задача: кромочную мы снимаем и провязываем петли до центральных 12 петель, как смотрят петли. То есть над лицевыми я вяжу лицевые, над изнаночными изнаночные. И теперь провязываем 12 петель узором рис. Меняем положение петель над лицевой изнаночная, над изнаночной лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Провязали 11 петель. Последнюю петлю с петлей полотна в лицевом ряду мы будем провязывать вместе изнаночной петлей. Провязали, работу переворачиваем. Здесь мы вяжем, как смотрят петли. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10, 11 петля, а последнюю петлю вместе с петлей полотна в изнаночном ряду будем провязывать 2 вместе лицевой. То есть принцип тот же, как мы начинали выполнять подошву. Сейчас повторим. Кромочную снимаем, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последнюю петлю с петлей полотна мы вяжем вместе изнаночной петлей. Переворачиваем, кромочную снимаем, вяжем, как смотрят петли. Последнюю петлю с петлей полотна в изнаночном ряду мы вяжем лицевой. Итак, мы с вами продолжим работу, пока не останется на спицах 12 петель. Мы сформировали полотно пяточки. Сейчас у нас осталось 12 петель на спицах, и мы работу заканчиваем, петли будем закрывать. Закрывать я их буду, провязывая изнаночными. Можно петли закрыть по рисунку. Это уже как вы захотите. Всю работу мы с вами закончили. И мы посмотрим, что у нас получилось. Так выглядит наше полотно сформированной пяточки. И для того, чтобы завершить работу, нам необходимо выполнить обвязку верха изделия. Для обвязки я буду использовать крючок. Завожу крючок под кромочную петлю, захватываю рабочую ниточку и выполняю одну воздушную.
Теперь под следующую кромочную захватываю рабочую ниточку, вытягиваю петлю и теперь провязываю 2 петли вместе. То есть мы будем выполнять столбик без накида. Итак, провяжем один ряд столбиков без накида. Вот по кругу. При этом заднюю часть, вот пяточки, мы обвязывать не будем. Я закончила выполнение обвязки. Наше изделие готово. Сегодня мы с вами научились вязать вот такую интересную модель следочков. Выполнили мы ее на 2 спицах без швов. Я желаю вам творческих успехов!